Всем привет, кто открыл это видео, и это уже второе видео про мою семью в челлендже «Ультраэкстремальный апокалипсис в Sims 4». У меня уже есть одно такое видео про первое поколение, ссылку я на него оставлю в описании, надеюсь, у меня это получится. Я играю по правилам сайта Sims Mix, и ссылку на полные правила также оставлю в описании под видео. В прошлой серии мы остановились с вами на втором поколении. Напомню, что второе поколение у нас состоит из наследника Теодора. У него есть супруга Хиана, но их свадьба была не по любви, это была договоренность между родителями, потому что наследник не мог прерывать род семьи Орейли, а сам он себе девушку так и не смог найти. Но на самом деле это был идеальный вариант для Тео, так как оказалось, что Хиане нравился Теодор, она его впоследствии очень сильно полюбила, а так как Тео вырос у нас в мире апокалипсиса, то, естественно, ему не хватало внимания и любви от родителей. Они были постоянно заняты, чтобы добыть денег и пропитание для всей семьи. Поэтому Тео, как и его братья и сестра, вырос очень несчастным, со множеством страхов и неуверенным в себе. И вот как раз любовь Хианы смогла помочь ему преодолеть все свои страхи и стать действительно сильным мужчиной и опорой для всей семьи. Теодору досталась карьера злодея со специализацией Оракул, а Хиана у нас безработная, так как она воспитывает детишек. У ребят родилось 4 детей. Вот уже повзрослевший Александр, это наследник, я вам его показывала как раз в первом видео. У него уже есть сестра Моника и 2 младших брата, Рэй и Давид. И это уже получается у нас 3-е поколение. Все свое время ребята, как и их родители, тратили на работу и развитие своих навыков, так как они понимали, что от их карьеры зависит жизнь и будущее их детей. И Тео был первый из 2-го поколения, кто закрыл свою карьеру злодея по специализации Оракула. По традиции его с этим пришел поздравить главный офицер и жители города. Благодаря закрытию этой карьеры в наш город Глазбот, город после апокалипсиса, теперь могли свободно приезжать люди из других городов, то есть теперь стало разрешено заселять в город симов из галереи. Все это время это был закрытый город, где все люди знали друг друга, и никто не мог из него выехать, и также никто новый не мог въехать в этот город. И так как Тео закрыл свою карьеру, то теперь он мог уволиться и смотреть за детьми. Они к этому времени уже подросли, а Хиана в свою очередь решила тоже устроиться на работу и попробовать закрыть карьеру. Ей выпала карьера спортсмена-культурист, а так как Хиана очень долго просидела дома, то, устроившись на работу, она была настолько, знаете, заряжена и воодушевлена, она была решительно настроена, что, несмотря на то, что она уже была во взрослом возрасте, она очень быстро начала продвигаться по карьере, и начальство ее очень ценило. А от 2-го поколения с нами еще живут Джейден, это средний брат, у него карьера менеджер по вопросам экологии, и Айден – это младший брат, и ему выпала карьера журналиста. Это очень хорошие карьеры, но, к сожалению, Джей и Айден, так же, как и Тео, выросли очень несчастными детьми, с множеством страхов, с неуверенностью в себе. Из-за этого они были очень закрытыми и достаточно стеснительными ребятами, поэтому они не нашли себе жен, и это тоже наложило отпечаток на их судьбу. Но Джейдену повезло больше, потому что у него с детства была подружка, с которой в какой-то период их отношения переросли в романтические, и после их единственного вуху эта девушка забеременела и родила от Джейдена дочку. Они на самом деле живут отдельно, так как мои персонажи не могут никуда переезжать из этого дома, но дочка вот периодически заходит к нам в гости.
И, наверное, благодаря этому Джейден, несмотря на все свои страхи, он смог, хоть и очень медленно, но закрыть свою карьеру. Боже мой, Джейден, я не верю, что ты это сделал. Благодаря тебе в нашем городе появилась вода. Я уже сообщил всем жителям, чтобы они приходили и оформляли заявки на проведение водопровода. Джейден, это что-то невероятное. Мой мальчик, ну что ты такой скромный? Иди, я тебя обниму. Ты сделал большое дело для нашего города. Благодаря карьере Джея мы смогли снять испытание участка «Вулканическая активность» и добавить положительные свойства участка «Природный источник», благодаря чему теперь на нашем участке есть свой родник с чистой питьевой водой. И моим больше не нужно каждый день бегать на реку за водой. Это очень большое счастье для меня. А с Айденом все оказалось намного хуже. Он так и не смог построить отношения ни с одной девушкой, да и вообще друзей у него не было. И все его общение, знаете, сводилось только к семье, поэтому по понятной причине большую часть времени он проводил со своими племянниками, и он их любил больше всего на свете. Но такая жизнь привела к тому, что Айден был самым слабым в семье и самым неуравновешенным. А отсутствие каких-либо знаний и нежелание их развивать привели к тому, что после очередного его нервного срыва и после очередной проверки его уволили. И вот, все, смотрите, Айдена уволили. Вот все. А страх-то у него хоть прошел? Зато страх прошел. Прошел страх бесперспективной работы. Офигеть. Вы знаете, это единственный персонаж, которого просто так уволили с работы. При этом это было очень трагично для нашей семьи, потому что карьера журналиста, на которой работал Айден, она открывала для всего города душ. Но это, знаете, Айден, это была самая желанная карьера из всех, но вот Айден это провалил. Не знаю. Я самый бесполезный в этой семье. Вы все работаете, закрываете карьеры, заботитесь о детях, ловите рыбу. А я ничего этого не делаю. Я даже не могу получить повышение на работе. Я только могу есть вашу еду и больше ничего. И я не знаю, что мне делать. Я уже не сплю ночами. Айда, ну подожди, не переживай ты так. Карьера — это не самое важное. Ну как это не важное? Да, нашей целью является закрытие карьеры, но кроме этого ты же помогаешь нашей семье. Ничем я не помогаю. Айда, ну ты вспомни, все мои дети любят тебя. Они и вас любят. Я просто вас объедаю и ничего не делаю. Но ты для них самый лучший дядя и друг, только ты с ними занимался. Айден, если хочешь, увольняйся со своей карьерой и просто помогай нам по дому. Не переживай ты так, мы все тебя очень любим. К этому моменту у меня подросло уже третье поколение, и им настало время тоже устраиваться на работу. Александру, нашему наследнику, досталась карьера тайного агента со специализацией «Алмазный агент». Эта карьера открывает возможность переселять персонажей на другие участки. Монике досталась карьера военнослужащего офицер. Эта карьера связана с младшими школами. Рэю карьера досталась садовода-ботаника. Он, так же как его дядя Джейден, занимается улучшением экологии в нашем мире апокалипсиса. А Давидик у нас прокачал на максимум навык фитнеса, и это позволило ему устроиться на подростковую карьеру продавца.
И, как вы понимаете из названия, эта карьера позволит нам ездить в магазин за вещами каждый день, а сейчас мы можем это делать только по воскресеньям. Все третье поколение выросло у меня с чертой характера безответственность. Это тоже сказываются, знаете, последствия жизни в апокалипсисе. Поэтому с работой им будет тяжеловато. А вот в плане отношений у третьего поколения было все намного лучше, так как, во-первых, их жизнь уже стала хоть и совсем чуть-чуть, но попроще, и поэтому родители могли уделять детям больше времени. А ребята смогли завести себе настоящих друзей, что впоследствии вылилось в романтические отношения. Алекс, так как он был красивым и сильным парнем, плюс еще и являлся наследником в семье, имел много поклонниц, но фаворитками были две сестры Элия и Мишель. Изначально Алекс познакомился и влюбился в Элию, но потом, естественно, он встретился с ее сестрой, и она тоже начала проявлять к нему знаки внимания. Несмотря на то, что за ним ухаживали сразу две девочки, Алекс не давал никому ложных надежд, и вот как он влюбился сразу в Элию, так он и остался верен ей. И когда ребята уже хотели рассказать обо всем родителям и пожениться, в семье случилось горе. Из жизни ушел Теодор. Естественно, ни о какой свадьбе или праздновании речи уже не было, поэтому через какое-то время Алекс рассказал обо всем маме, и хоть Хиана и была убита горем, но она была очень рада за своего сына, и после того, как ребята сходили в мэрию, объявили о том, что они теперь будут семьей, Элия переехала в наш дом, в дом Орейли. К этому времени Давид уже успел закрыть свою подростковую карьеру продавца, и теперь в нашем городе были открыты круглосуточные магазины. Все могли покупать предметы, мебели, строительные материалы и ремонтировать товары в любой день, а не только по воскресеньям. У Алекса с Элли родился наследник Феликс, и это был первый наследник, кто был не с рыжими волосами. Он пошел в маму, Феликс у нас был блондином, и даже реснички у него были блондинистые. В скором времени Хиана закрыла свою карьеру культуриста. Она это сделала, знаете, уже в пенсионном возрасте, но это была шикарная карьера. Хиана разработала комплекс упражнений, чтобы жители города Глазбот стали сильнее. А также были разработаны новые тренажеры для занятий, а мэр города в честь Хианы открыл спортзал, который в будущем смогут посещать все жители нашего города. Это была очень сложная физически работа, поэтому через несколько дней после завершения карьеры Хиана тоже нас покинула. А следом из семьи ушли Джейдан и Айдан. Но время не стоит на месте, и когда завершилось второе поколение, у Алекса и Элли родился второй ребенок, и это была девочка Адель. Моника, кстати, Моника тоже забеременела от своего парня, и это будет первый ребенок, который у нас родится не от наследника. А мой рассказ про второе и третье поколение заканчивается. Буду ждать вас в своих видео и на своем канале, где уже выходят эпизоды с продолжением этой истории и началом четвертого поколения. В шапке профиля у меня есть древо с моей семьей, где вы можете почитать про каждого персонажа поподробнее. И есть файлик с закрытыми карьерами, где более детально прописано, что каждая карьера открыла. Большое спасибо за просмотр. Пока-пока.